Среди песков Невады стоит город-призрак, который когда-то обещал стать символом процветания и новых возможностей. Строительство началось в 1981 году. Местность была выбрана из-за своих природных ресурсов и географического положения, что вызывало огромные надежды у инвесторов. В центре строительства возвышалось множество недостроенных зданий, и лишь ветер шептал между их пустыми стенами. Торжественные объявления о начале прокладки инфраструктуры, создании новых рабочих мест и привлечении туристов быстро сменились на молчание. Строительные работы остановились, когда инвесторы потеряли интерес. Ненужные здания, как молчаливые свидетели неосуществленных мечтаний, начали разрушаться от времени. Этот забытый проект стал одним из многих, которые остались недостроенными по всему миру. В мире существует множество городов-призраков, где жизнь внезапно остановилась. Например, в Лимоне, Коста-Рика, в 1990-х годах собирались построить новый современный город. Строительство началось с большим размахом, но вскоре обнажились финансовые проблемы, и проект был заброшен. Сегодня Лимон представляет собой лишь ржавые металлические конструкции и пришедшие в упадок улицы. Другой пример — город Пидью в Китае. Этот проект был задуман как образец будущего с его футуристической архитектурой и идеальной инфраструктурой. Строительство началось в 2007 году, но вскоре разразился мировой финансовый кризис, и работы остановились. Десятки недостроенных зданий остались безлюдными, и теперь Пидью стал символом архитектурных амбиций, которые не смогли реализоваться. Новый уровень амбиций был достигнут с проектом лунного города. Он был запланирован как первая колония на Луне, но остался лишь на бумаге. Строительные работы так и не начались, а планы по освоению Луны были заморожены из-за высоких затрат и сложностей, связанных с космическими путешествиями. Не только в космосе, но и на Земле экономика может ставить крест на грандиозных проектах. В Мумбаи, Индия, планировался самый высокий небоскреб в мире. Работы были начаты, но проект столкнулся с юридическими проблемами и протестами местных жителей. Строительство было приостановлено на неопределенный срок, и пустующее место стало предметом споров и обсуждений. В Норвегии также пытались создать город на воде, но проект не получил одобрения местных властей. Строительство остановилось в самом начале, и вместо планируемого курорта остались только бетонные плиты. Эти истории — лишь часть множества заброшенных проектов по всему миру. Они олицетворяют мечты, которые не сбылись, и планы, которые остались невостребованными. Каждый из этих городов-призраков рассказывает свою уникальную историю, полную надежд и разочарований. В 1990-х годах в Лимоне, Коста-Рика, началась настоящая строительная лихорадка. Город, расположенный на побережье Карибского моря, стал привлекательным для инвесторов благодаря своим природным ресурсам и благоприятному климату. Ожидалось, что Лимон превратится в экономический центр региона. Формировались планы по строительству новых жилых комплексов, торговых центров и инфраструктуры, которые должны были привлечь туристов и новых жителей. Строительство стартовало с активной рекламной кампании. Газеты пестрели заголовками о том, как Лимон станет новым раем для жизни и отдыха. Местные власти обещали рабочие места и развитие сферы услуг. Вдоль побережья начали возводиться жилые дома, отели и рестораны. Однако в один момент все эти мечты начали оборачиваться в кошмар. Финансирование проекта оказалось недостаточным. Инвесторы, увидев первые трудности, начали потихоньку отступать. Строительные компании начали задерживать выплаты рабочим, и многие из них покинули стройплощадки в поисках других источников дохода. Оставшиеся рабочие продолжали без определенного плана, в то время как недостроенные здания становились свидетелями упадка. К концу 90-х проект Лимона практически рухнул. Лишь несколько домов были завершены, и они стояли пустыми, ожидая своих жильцов, которые так и не приехали. Местные жители, ранее полные надежд, теперь наблюдали за разрушением своих мечт. Брошенные стройматериалы, ржавые краны и неуходящие травы поразили пейзаж, создавая атмосферу заброшенности. С каждым годом Лимон все больше погружался в забвение. Недостаток инвестиций привел к тому, что предприятия закрывались одно за другим. Город стал местом, где некогда бурная жизнь сменилась на тишину и запустение. Местные власти пытались привлечь инвесторов, но невуспехи в строительстве и падение репутации отпугнули потенциальных партнеров. В 2001 году Лимон официально признали городом-призраком.
Пустые улицы стали местом для фотографов и любителей приключений, которые искали запечатлеть заброшенные мечты. Местные жители, которые остались, начали адаптироваться к новой реальности, превращая свои дома в укрытие от прогулок с туристами, которые приезжали посмотреть на развалины. Ну а если вам не безразличны судьбы городов-призраков, и вы хотите видеть больше таких историй, не забудьте подписаться на наш канал. А если хотите поддержать наши мечты о новых видео, ссылка для доната в описании, или просто наведите на QR-код на экране. Помните, даже мечты нуждаются в вашей помощи, чтобы не превратиться в заброшенные здания. Тем временем правительство Коста-Рики решило сделать попытку вернуть Лимону былую славу. Были разработаны новые планы, которые включали в себя развитие туристической инфраструктуры. Однако финансы оставались на низком уровне, и надежды на восстановление все еще были призрачными. Лимон оставался символом неосуществленных мечт, в то время как его заброшенные здания продолжали рассказывать свою историю безмолвным шепотом ветра. В то время как Лимон погружался в забвение, в Китае разворачивалась другая история — город Пидью. Строительство началось в 2007 году после объявления о планах создания современного мегаполиса. Архитекторы представили амбициозный проект с инновационной архитектурой и развитой инфраструктурой, что привлекло внимание инвесторов со всего мира. Пидью обещал стать образцом для других городов, где высокие здания и зеленые зоны гармонично сочетаются. Сначала все шло по плану. На месте будущего города закипела работа, и тысячи рабочих трудились на строительстве. Однако вскоре начались проблемы. Финансовый кризис, который охватил мир в 2008 году, затронул и Китай. Инвесторы начали отказываться от вложений, и строительные компании столкнулись с нехваткой средств. Работы приостановились, и на стройплощадке начали появляться заброшенные машины и недостроенные здания. Никто не ожидал, что планы по строительству города столкнутся с такими серьезными трудностями. Вскоре местные власти начали искать выход из ситуации. Они пытались привлечь новые инвестиции, но ни один из потенциальных партнеров не желал рисковать. Постепенно Пидью превратился в символ неосуществленных амбиций, как и Лимон. Ситуация усугубилась, когда в 2010 году разразился очередной финансовый кризис. Строительство остановилось окончательно, и на месте будущего города остались лишь картины разрушения. Крупные строительные компании обанкротились, а рабочие остались без средств к существованию. Улица Пидью, когда-то полная жизни, превратилась в пустыню, где ветер завывал между недостроенными зданиями. Местные жители, оказавшиеся в сложной ситуации, начали протестовать. Они требовали завершения строительства, так как многие из них потеряли свои работы. Группы людей собрались у заброшенных зданий, выставляя плакаты и призывая к действию. Однако власти оставались глухи к их требованиям. С каждым днем надежда на восстановление уменьшалась. Тем временем к Пидью начали проявлять интерес не только местные жители, но и любители приключений, которые искали заброшенные места для исследований и фотографий. Город стал привлекать внимание, но не так, как его создатели мечтали. Сотни туристов начали приезжать, чтобы увидеть, как мечты о благополучном будущем превратились в реальность заброшенного проекта. Ситуация достигла кульминации, когда в 2012 году местные власти наконец признали, что проект Пидью не будет завершен. Решение о закрытии проекта стало окончательным ударом для местного населения. Сотни людей остались без работы и без надежды на светлое будущее, и протесты усилились. Город, который когда-то обещал стать идеальным местом для жизни, оказался в безвыходной ситуации. Пидью стал еще одним напоминанием о том, как быстро мечты могут обернуться кошмаром. Заброшенные улицы, недостроенные дома, поросшие травой площадки — все это наглядно демонстрировало, что даже самые амбициозные планы могут рухнуть, оставив за собой лишь пыль и горечь разочарования. В то время как на Земле мечты о городах сталкивались с реальностью, на Луне разрабатывался проект, который обещал стать первым шагом к колонизации других планет. В конце 2000-х годов НАСА объявила о планах создания лунного города, исследовательского комплекса, который должен был стать базой для будущих миссий. Строительные работы были запланированы на 21 век, и амбиции были огромны. Подготовка шла полным ходом. Инженеры разрабатывали технологии для строительства в условиях лунной поверхности.
Были проведены испытания на Земле, где создавались прототипы зданий, способных противостоять экстремальным условиям. Но с каждым шагом вперед возникали все новые трудности. Финансирование проекта зависело от правительственных фондов, а в условиях экономических кризисов средства становились все более ограниченными. Первые проблемы начали проявляться в 2010-летнем. Политическая нестабильность в США привела к сокращению бюджета НАСА. Громкие обещания о колонизации Луны постепенно начали стираться с повестки дня. Внутренние споры о целесообразности проекта становились все более ожесточенными. Многие считали, что деньги лучше направить на решение проблем на Земле, чем тратить их на далекие мечты. В это время ученые, вовлеченные в проект, пытались сохранить его жизнеспособность. Они провели ряд конференций и презентаций, чтобы убедить правительство в необходимости продолжения работ. Однако каждый раз выходило так, что на горизонте появлялись новые финансовые проблемы, и проект откладывался. Параллельно с этим общественный интерес к лунному городу начал угасать. Мечта о космической колонизации постепенно превращалась в далекий миф. В 2015 году НАСА официально объявила о приостановке проекта. Заказанные материалы для строительства были отменены, а исследования заморожены. Группа ученых, которые посвятили годы разработке лунного города, остались без работы и без ясного будущего. Разрушенные мечты, которые когда-то вдохновляли человечество, стали символом неудач. Слухи о том, что проект лунного города был закрыт, быстро распространились по всему миру. Некоторые группы энтузиастов начали собираться, чтобы обсудить, как вернуть интерес к космическим миссиям. Они организовали митинги, проводили лекции, однако вмешательство властей и снижение финансирования оставались непреодолимыми препятствиями. В то время как лунный город оставался неосуществленной мечтой, новые научные разработки в других областях продвигались вперед. С каждым годом лунный город становился все более заброшенным проектом, забытым не только учеными, но и обществом. Мечты о новом мире на Луне уступали место проблемам на Земле. Как и в случае с Лимоном и Пидью, неудачи лунного города стали напоминанием о том, как легко человеческие амбиции могут столкнуться с жестокой реальностью. С каждым годом пустота в ожиданиях становилась все более ощутимой, а надежды на колонизацию Луны продолжали угасать. В Мумбаи, Индия, в начале 2000-х годов проектировался небоскреб, который должен был стать самым высоким зданием в мире. Строительство началось с активным привлечением инвесторов, которые вложили средства в этот амбициозный проект. Первоначальные планы включали более 100 этажей, роскошные апартаменты и коммерческие площади, что обеспечивало бы спрос со стороны состоятельных клиентов. Однако сразу после начала работ возникли серьезные проблемы. Строительные компании столкнулись с юридическими преградами, связанными с участком земли. Местные жители протестовали, утверждая, что проект негативно скажется на экосистеме района и нарушит их привычный образ жизни. Протесты обострились, и работы по строительству останавливались каждую неделю, когда жители выходили на улицы с требованиями остановить стройку. С каждым новым протестом сроки завершения проекта многократно переносились. Инвесторы начали терять терпение, а финансирование проекта стремительно сокращалось. Некоторые строительные компании начали отзывать свои инвестиции, что поставило проект на грань краха. На тот момент большая часть конструкции уже возвышалась над городом, символизируя одновременно и амбициозные планы, и растущее недовольство. Ситуация обострилась в 2015 году. Правительство решило вмешаться и назначило специальную комиссию для оценки состояния проекта. Обсуждения длились несколько месяцев и проходили в атмосфере напряженности. Члены комиссии, состоящие из архитекторов, экономистов и представителей местного населения, предлагали изменения от корректировки дизайна до уменьшения высоты небоскреба. Однако ни одно из предложений не удовлетворяло всех участников, и консенсуса достигнуть не удалось. В это время на арену вышли новые инвесторы, готовые рискнуть и вложить деньги в незавершенный проект. Они предлагали свежие идеи, как сделать небоскреб многофункциональным центром, объединяющим жилье и коммерческие площади. Однако старые инвесторы, разочарованные предыдущими неудачами, отказались от участия, оставив проект без достаточной финансовой поддержки. В 2017 году строительные работы были окончательно остановлены. Небоскреб остался недостроенным, и его каркас стал символом архитектурных амбиций, которые обернулись провалом. Мумбаи, где когда-то кипела жизнь,
теперь наблюдала за тем, как этот массивный объект из бетона и металла стоит пустым, привлекая лишь внимание туристов, желающих запечатлеть заброшенный проект. Разочарование местных жителей росло, и многие начали задаваться вопросом, что произошло с их надеждами на лучшее будущее. Небоскреб, который мог бы стать символом прогресса, теперь стал напоминанием о том, как высокие амбиции могут обернуться крахом. Каждый день на стройплощадке вызывал лишь тоску и недоумение, а мрак над проектом нависал как тень. В Неваде, среди бескрайних песков и пересохших русел рек, был запланирован новый город, который должен был стать современным оазисом для жизни и отдыха. В начале 2000-х годов проект привлек внимание многих инвесторов, которые увидели в нем потенциал для создания идеального места для жизни в пустыне. Город был задуман как место для семейного поселения, изобилующее удобствами, парками и местами для отдыха. Построить его планировали в несколько этапов, с первой очередью включающие жилые комплексы, школы и торговые площади. Работы начались с большой помпой. На строительных площадках с раннего утра слышался гул строительной техники, и казалось, что проект движется уверенно. Однако вскоре реальность столкнулась с жестокими условиями пустыни. Высокие температуры и недостаток воды стали настоящими испытаниями. Строительные компании столкнулись с трудностями в обеспечении ресурсами, затраты начали расти, а сроки реализации проекта сдвинулись. Проблемы усугубились, когда экономический кризис затронул страну в 2008 году. Инвесторы начали уходить, и стройка замедлилась. Местные жители, которые были рады началу проекта, начали осознавать, что мечты о новом городе постепенно превращаются в кошмар. Пустые строительные площадки и приостановленные работы начали напоминать о несбывшихся надеждах. В 2009 году проект официально приостановили. Жилые дома, которые должны были стать домом для будущих жителей, остались недостроенными и заброшенными. Город-призрак, который когда-то обещал светлое будущее, стал местом, где ветер гонял песок по пустым улицам, а среди руин раздавались лишь отголоски былой стройки. Некоторые из рабочих, оставшихся без работы, начали возвращаться в свои родные города. Тем не менее, группа энтузиастов, которая верила в возможность возрождения города, решила остаться и организовать местное движение. Они начали собираться, чтобы обсуждать, как можно изменить ситуацию. Их идеи варьировались от привлечения новых инвесторов до создания сообщества, которое могло бы поддерживать развитие инфраструктуры. С каждым годом надежды на восстановление становились все более призрачными. Местные власти пытались привлечь внимание к проекту, но безуспешно. Город-призрак привлекал лишь туристов, желающих увидеть заброшенные здания и разобранные конструкции. Параллельно с этим в местных новостях начали появляться сообщения о том, как заброшенные места становятся притоном для преступности. В 2015 году город оказался в центре внимания после серии взломов и актов вандализма. Местные жители потребовали от властей принять меры для обеспечения безопасности. Проблемы с правопорядком только добавляли масла в огонь, и протесты начали набирать силу. В ответ власти снова начали говорить о возможности восстановления проекта, но обещания не были подкреплены конкретными действиями. На фоне этих неудач возникло новое движение. Группа местных активистов обратилась к инвесторам, которые были заинтересованы в устойчивом развитии и экологии. Они предложили изменить концепцию города, сделав его не только жилым, но и экологически чистым. Однако, чтобы осуществить эти амбиции, потребовались значительные вложения и время, а времени уже не было. Город-призрак в Неваде стал символом упущенных возможностей. Каждый день вспоминали о высоких амбициях, которые обернулись крахом, и пустота, оставшаяся от неосуществленных мечтаний, нависала над местными жителями и активистами, которые все еще надеялись на будущее, достойное их борьбы. В Китае в 2010 году началось строительство уникального проекта — нового города, который должен был стать образцом архитектурных амбиций для всего мира. Первоначальные планы были грандиозными: современные здания, высокие небоскребы, обширные парки и зеленые зоны. Город должен был стать экономическим центром и привлекать инвесторов со всего света. Однако вскоре все началось с треском. По мере развития проекта возникли серьезные проблемы. Подача финансовых вложений остановилась, когда некоторые из основных инвесторов начали терять доверие к проекту.
Власти пытались решить вопросы с местными жителями, которые выражали недовольство по поводу переселения и возможного ущерба экологии. Строительство остановилось, и на месте задумок остались лишь недостроенные здания и заброшенные площадки. В 2012 году, когда надежды на завершение строительства начали угасать, однажды группа активистов, обеспокоенных судьбой города, решила провести расследование. Они обратились к местным журналистам, чтобы выяснить, что действительно происходит с проектом. Результаты этого расследования шокировали всех. Оказалось, что некоторые чиновники были замешаны в коррупционных схемах и выводили деньги из проекта в свои личные карманы. Скандал, разразившийся вокруг этого открытия, стал настоящей бомбой. Местные жители, узнавшие о махинациях, начали массовые протесты. Параллельно с этим журналисты подготовили серию репортажей, которые привлекли внимание не только местных, но и международных СМИ. В этой ситуации активисты стали символом борьбы за справедливость и правду. Они требовали от властей не только расследования, но и наказания виновных. Кульминация событий наступила в 2013 году, когда власти были вынуждены организовать пресс-конференцию. На ней были представлены результаты расследования. Объявлено, что несколько высокопоставленных чиновников были задержаны, а проект был заморожен для полного пересмотра. Это решение вызвало бурю эмоций. С одной стороны, активисты праздновали свою победу, а с другой, многие начали осознавать, что процесс восстановления может занять годы. В это время к проекту снова проявился интерес. И появились новые инвесторы, желающие вложить средства в возобновление строительства, но уже с новыми условиями. Они требовали прозрачности и участия местных жителей в принятии решений. Восстановление проекта стало символом надежды на то, что важно учитывать интересы всех сторон. Однако не все были довольны. Некоторые прежние инвесторы, потерявшие деньги из-за коррупции, начали угрожать действиями, которые могли бы привести к новому кризису. Тем временем активисты продолжали свою работу, стремясь не только к завершению строительства, но и к созданию правовой базы, которая предотвратила бы подобные ситуации в будущем. Город, который должен был стать образцом архитектурных амбиций, превратился в арену борьбы за справедливость. Каждый новый день приносил новые события, накалявшие обстановку. Проект, который когда-то казался обреченным на провал, снова обрел надежду, но цена этого возрождения была высока. Напряжение нарастало, и будущее города зависело от того, смогут ли все стороны прийти к соглашению и построить общество, основанное на честности и открытости. В Норвегии в начале 2000-х годов разрабатывался уникальный проект «Город на воде». Идея заключалась в создании плавающего поселения, которое могло бы адаптироваться к уровню моря и обеспечивать жителей всеми необходимыми удобствами. Проект привлек внимание как местных властей, так и международных инвесторов. Строительство началось с большим размахом, и первые конструкции начали появляться на поверхности фьордов. Однако вскоре реализация задумки столкнулась с серьезными трудностями. В процессе строительства выяснилось, что технологии, которые планировалось использовать для создания устойчивого и безопасного города, не были достаточно проверенными. Инженеры начали сталкиваться с непредвиденными проблемами. Местные климатические условия, сильные штормы и подводные течения стали источником опасностей, с которыми не удалось справиться. Строительные работы приостановились, и вместо динамичного прогресса появилось замешательство и неопределенность. В 2010 году проект попал в центр внимания после того, как один из крупных инвесторов, обеспокоенный развитием событий, инициировал независимое расследование. В ходе него выяснилось, что многие ключевые инженеры и архитекторы проекта были недостаточно квалифицированы. Более того, обнаружились финансовые несоответствия, значительные суммы средств исчезли, и не было понятно, куда они ушли. Это открытие вызвало бурю недовольства среди местного населения, которое ожидало появления нового города. Вскоре после этого местные жители организовали митинги с требованием остановить проект. Они выражали опасения по поводу своей безопасности и экологии региона. Протесты стали массовыми, и общественное мнение разделилось. Одни поддерживали идею города на воде, другие же считали, что это слишком рискованное начинание. Кульминация событий произошла в 2012 году. Местные власти, испытывающие давление со стороны протестующих и недовольных инвесторов, решили провести открытое заседание, на котором должны были обсудить будущее проекта. Это собрание привлекло внимание СМИ и многих жителей страны.
С каждым новым заявлением ситуация становилась все более накаленной. В ходе обсуждений выяснилось, что часть средств, выделенных на проект, была перераспределена на другие нужды, и вмешательство в проект было не просто финансовым нарушением, но и прямым предательством со стороны некоторых чиновников. Это открытие шокировало общественность и обострило конфликты. Люди начали требовать не только остановки строительства, но и привлечения виновных к ответственности. Ситуация достигла своего пика, когда в ответ на протесты некоторые строители объявили о намерении покинуть проект. Строительство остановилось окончательно, и среди недостроенных конструкций царила атмосфера разочарования. Город на воде, который должен был стать образцом экологической устойчивости и инноваций, превратился в символ неудачи. Каждый новый день приносил новые слухи о судьбе проекта. Некоторые активисты начали искать пути для восстановления, предлагая новые идеи и концепции, которые могли бы сделать проект более устойчивым. Однако мрак над городом оставался, и надежды на его возвращение постепенно угасали. В Норвегии этот проект стал напоминанием о том, как мечты о будущем могут столкнуться с жестокой реальностью, оставляя после себя лишь вопросы и разочарования. В Калифорнии среди холмов и живописных пейзажей в 2005 году началось строительство амбициозного проекта нового города. Идея заключалась в создании современного поселения с высокими стандартами экологии, где жители могли бы наслаждаться природой и комфортом. Первые этапы работ вселяли надежду на успешное завершение проекта, и инвесторы активно вкладывали средства. Однако вскоре проект столкнулся с серьезными проблемами. Финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, заставил множество строительных компаний отказаться от вложений. Местные власти пытались привлечь новых инвесторов, но надежды на успех быстро угасали. Количество недостроенных зданий росло, и проект начал ассоциироваться с заброшенными мечтами. К концу 2000-х годов на месте будущего города остались лишь пустые земельные участки, заросшие травой и обветшалые конструкции. Местные жители, которые верили в реализацию проекта, начали терять надежду. Некоторые из них организовали инициативные группы для возрождения идеи, но действия были безуспешными. Проект стал забыт, а его каркас символизировал неосуществленные амбиции. В 2015 году активисты, объединившиеся вокруг идеи возрождения проекта, решили провести акцию, чтобы привлечь внимание к заброшенному строительству. Они пригласили представителей СМИ, местных жителей и потенциальных инвесторов. На мероприятии активисты представили обновленные предложения, учитывающие прошлые ошибки и нацеленные на устойчивое развитие. Местные власти начали осознавать, что заброшенный проект стал проблемой для региона. Протесты местных жителей и активистов пробудили интерес к судьбе города. В ответ на нарастающее давление власти согласились рассмотреть возможность нового начала. Это решение дало активистам надежду, но также поставило перед ними множество препятствий. В 2018 году было проведено заседание, на котором обсуждались новые планы по возобновлению строительства. На этот раз в проекте активно участвовали местные жители, которые могли высказать свои мнения и требования. Обсуждение было напряженным, но в результате была разработана новая концепция, сочетавшая экологические требования и интересы сообщества. Вот такие заброшенные проекты порой напоминают нашу неудавшуюся попытку собрать мебель из IKEA, да? Если вам нравится то, о чем мы говорим, не забудьте подписаться на канал, здесь всегда есть место для новых идей. А если хотите поддержать наше творчество, ссылка для доната в описании или QR-код на экране, ваше участие поможет нам продолжать. К концу года проект получил новое финансирование, и работы возобновились. Постепенно город начал обретать жизнь. Среди заброшенных площадок начали появляться новые здания. Местные жители, ставшие свидетелями изменений, начали возвращаться к своим мечтам о новом будущем. Забытая мечта, которая когда-то вызывала разочарование, превратилась в символ надежды и обновления. Этот проект стал примером того, как важно учитывать интересы общества и как совместные усилия могут привести к успеху. Каждый новый день на строительной площадке приносил изменения, а город, который казался обреченным на забвение, начал возрождаться. История этого проекта оставила заметный след в памяти местных жителей, напоминающий о том, что даже самые смелые мечты могут снова стать реальностью, если за них бороться.